Всем привет, с вами Майкл Левитис. У нас сегодня очень интересные гости, и у нас очень много интересных новостей мы хотим обсудить. Ну что, сейчас в мире шоу-бизнеса, политики и просто бизнеса очень много было новостей про сексуальное домогательство. И очень много очень богатых и даже сильных мужчин были сняты с их постов из-за этого. И поэтому, чтобы обсудить эти новости, я пригласил адвоката Chaya Gourarie. Chaya Gourarie занимается тем, что она представляет и бизнеса, и также людей, у которых какие-то кейсы связаны с sexual harassment, сексуальным домогательством. И она нам расскажет, во-первых, что в новостях, она нам расскажет, что делать, если вы были жертвой, или если вы бизнесмен, как свой бизнес защитить от таких кейсов. И, кстати, не нужно быть большим бизнесом, чтобы быть обвинен в sexual harassment. Очень много даже малых бизнесов или средних тоже могут иметь такие проблемы с работниками, с работницами, поэтому очень важно послушать, что Chaya нам скажет. Chaya очень много лет опыта работы в судах, связанных с sexual harassment, и я хочу пригласить и приветствовать в нашей студии Chaya. Chaya, welcome to our studio. Thank you for coming. Thank you. Great to be here. Thank you. And before we begin questioning you on the law, and I'm going to say it in Russian first, Chaya, почему вы решили заняться таким родом деятельности? Почему вы стали таким именно адвокатом, кто занимается sexual harassment? Chaya, tell us, please, why are you so passionate about sexual harassment? Why you decided to become an attorney that litigates these types of cases? So I love labor and employment law in general, and especially sexual harassment law. Mm-hmm. It's recently a lot of women have been coming forward and really changing the law through their advocacy and through some of these lawsuits. And we've seen, just in my own lifetime, in my own legal career, we've seen a lot of changes in the law, in the workplace. Mm-hmm. And I'm excited to be a part of that. I'm excited to make more changes. I'm excited to help more women come forward. I'm excited to help more businesses put in great policies to protect any victims, to protect any harassers. So either way, I'm just really excited about to be part of this great change. Thank you. И у нас с нами Антон Калютич, наш сотрудник, который будет переводить то, что он рассказывает Chaya Gourarie. Антон, пожалуйста. Да, госпожа Гурари, начала с того, что ей действительно в особенности нравится эта сфера деятельности, это, защита, то есть дела о сексуальных домогательствах. И действительно в последнее время произошло очень много изменений, много женщин выступили с обвинениями в сторону сильных мира сего, и происходят действительно большие изменения, как в законах, так и в целом в мире. И госпожа Гурари рада, что она является частью этого процесса. Она рада помогать жертвам, защищать их интересы в суде. И да, в целом очень рада, что вот она частью этих позитивных перемен является. Антон, спасибо. Окей, давайте пройдемся по пару сценариям. Я сейчас дам пару примеров, и нам Chaya скажет, это считается домогательство, за это можно судить или нет. Окей? Первое сценарий. Если босс покупает в подарок на Новый год нижнее белье для своей работницы. Как это считается? Босс, или это она, у нее хороший вкус в подарках, или это считается сексуальное домогательство? Chaya, let's go through a couple of examples. You're going to tell us whether it's sexual harassment or not. Okay, hypothetical. If a supervisor, male or female, buys lingerie for her subordinate for Christmas or New Year's, does the supervisor have a good taste in presents, or is he or she engaging in sexual harassment? Definitely sexual harassment. Specifically because the relationship is that of a supervisor and a subordinate. Whenever you have that relationship, you do not want to engage in any conduct that could be seen as you're coming on, you're asking the person out, or you're giving them these type of suggestive gifts. And to give a lingerie as a gift is extremely
inappropriate. It would make the employee feel extremely uncomfortable, and now the employee is stuck. What should she say? She doesn't want to get in trouble. She doesn't want to lose her job. It's almost like whatever she does, she's in a really, really tough spot. And so what the employer is doing is, what the supervisor is doing is unprofessional and unlawful. Hi, but what if just follow-up question. But what if the subordinate works for Victoria's Secret and the boss as well? Is that still sexual harassment? Or could go both ways? Let me think Я about that. спросил, что если работница работает в Victoria's Secret, и босс ей подарил то, что они продают в Victoria's Secret? Да, на что госпожа Гурари сказала, что дайте мне подумать об этом конкретном примере. Я подумаю, но если в целом, значит, ваш начальник, руководитель вам сделал такой подарок, это однозначно случай как раз-таки сексуального домогательства, особенно если ваши взаимоотношения — это начальник и подчиненный или подчиненная. В этой ситуации подобное поведение, если, например, вы кого-то зовете на свидание или какие-то с намеком делаете подарки, вы таким образом свою подчиненную или своего подчиненного ставите в совершенно в тупик. Что бы этот человек не сделал, у этого человека возникают сомнения: я могу потерять работу, как мне ответить правильно. То есть вот ставить человека в такое положение — это непрофессионально, это однозначно случай как раз-таки сексуального домогательства. Окей, перейдем к следующему. Sorry, do you want me to answer? Yeah, sure. Oh, so I think it's still a very bad idea, and because part of the Victoria's Secret, part of what they do professionally is they sell lingerie, but that's a professional relationship. Clients come in, they try it on, they give it, they buy it, etc. Here, the supervisor is crossing a line because it's no longer professional; it's crossing into personal, or it's even potentially crossing into personal, and that's inappropriate. When this employee said that they're working for Victoria's Secret, they signed up to do the work. They didn't sign up to have any type of relationship. That's a good point. With the employer. And so I would say even in that industry, it still is a very bad idea and should not be done. Got it. Thank you. Да, госпожа Гурари уточняет по поводу Victoria's Secret, если похожая ситуация возникает в подобной компании, и это все равно, по мнению госпожи Гурари, плохая идея, потому что, да, действительно, эта компания продает нижнее белье, но это делается, это работа, это их профессия, и они подписывались под тем, чтобы эту работу выполнять, но когда мы делаем подобные подарки, это уже переходит из разряда профессионального в какие-то личные, значит, взаимоотношения, и вот пересекать эту черту — это плохая идея. Окей, хорошо. Окей, следующий вопрос, следующий сценарий. Если ваш коллега, он не ваш босс, но он выше вас по рангу в компании, присылает вам текст-месседж, смс-ку, в котором он говорит, какие у вас красивые глаза, и как сильно он хочет с вами потом после работы пойти куда-то погулять, может, в бар, в ресторан, в клуб, это считается домогательством, за которое можно судить, или нет? Okay, let's say a scenario, Chaya, where you have a coworker. He's not your boss, but he's higher than you in rank. And he sends you a text message saying how beautiful your eyes are and how much he wants to hang out with you after work. Does this constitute sexual harassment or no? It could potentially. The fact that the employers have a higher rank is not a good fact for the company or for this individual, to the extent that he has any power over the other employees, hiring, firing. Maybe he or she is sitting on the review board. So to the extent that they have any power whatsoever over the review of the subordinate's work, even if it's not a direct supervisor, it's still a very bad idea. Bad idea, huh? Okay, all right, thank you. Да, в данном случае это, опять-таки, плохая идея, даже если этот человек, допустим, это мужчина, делает подобные комплименты женщине, даже просто тот факт, что он выше ее в этой компании по своей должности, или, например, если он каким-то образом анализирует и оценивает ее работу, это, например, может ее уволить или поспособствовать ее увольнению, либо нанять, либо повысить. То есть вот этот аспект того, что у человека больше власти и он выше, значит, стоит на ступеньке карьерной лестницы, это, опять-таки, плохая идея. I just want to add something real quick. Yeah.
if this employee wanted to see if there was some interest in a friendship or something more than that, he should not go about it by way of text message. It's not the right way. It's not good for him. It's not good for the business. And frankly, it's not the best way to get to know somebody to begin with. So, but either way you look at it, whether it's from a professional, if he wants to see if there's a face-to-face would be better all around from every dimension in this case. And he's creating evidence. Yes. Also not a good idea. In either way. But even the fact is, if it's always better and more warm and more friendly if someone comes up to you and says, hey, do you want to join me for lunch? And so from all respects, stay away from text messages of any flirtatious nature. Very bad idea at any level. So face-to-face communication always better. Always better. Yep. Thank you. Да, госпожа Гурари здесь уточняет, даже если есть такой интерес, ничего страшного нет в том, чтобы, может быть, этот интерес проявить, но не посредством отправки сообщений. Лучше это делать лицом к лицу, это как-то более, скажем так, это более теплая обстановка, это более по-человечески, можно просто подойти и спросить человека, не хочешь ли ты со мной выйти на ланч или поужинать. И, значит, Майкл Левитис добавил, что таким образом вы тоже не оставляете никакого следа электронной переписки, если даже вам откажут или воспримут странно, у вас, значит, не будет подтверждения висеть ваших неправомерных действий. Да. Окей, следующее сценарий. Так, если коллега фотографирует девушку в туалете через сломанное окно, окей? Эта компания, они ответственны, их можно за это судить, за то, что они не починили окно в туалете. Chaya, if a coworker takes a picture of a female employee in the bathroom through a broken window, is the employer liable for not securing the bathroom window? This is a tough one. Did the employer know about it? So there's, first of all, when we have a few problems. I mean, obviously there's a bad apple. So if somebody's going around taking pictures of women, there's a bad apple in the company, and there are certain procedures that should have been put in place to either weed out this person, to give training to this person, et cetera, et cetera. So you have first the problem with managing the bad apple. And then as far as knowledge of the window, the question is, did the employer know about this? Did the employer have notice? Okay, thank you. Да, это такой достаточно сложный вопрос, тут много чего сошлось. Можно сказать, что вопрос в том, что определенно, да, вот этот работник, это, не знаю, как перевести, плохое яблоко, ну, как такое бельмо на глазу, что ли. Да, и вопрос в том, как знал ли менеджмент компании о том, что вот есть такой человек, что они сделали, чтобы с этим человеком провести какую-то работу, обучить, объяснить, провести какой-то тренинг. И второй, опять-таки, вопрос, да, то есть первый аспект — это вот как бы вопрос менеджмента, что они делают с такого рода ситуациями, с такого рода людьми. Ну и второй, чисто практически, знал ли вообще менеджмент об этом сломанном окне, скажем так. Да. Okay, Michael, I just want to add an important point. It would also make a difference if the bad actor is the supervisor of the woman or just a random coworker. If it's a supervisor, under New York law, the employer would be automatically liable for the sexual harassment. Okay. Because under New York law, the law says if a supervisor is engaging in sexual harassment, we're going to also hold the employer on the hook for it. The federal law is different, so this is a very favorable part of the law under New York law for people that are experiencing sexual harassment. Understood. Okay. Есть такой еще нюанс, что если этот, значит, коллега этой девушки, он ее начальник, скажем так, тогда по нью-йоркским законам, которые отличаются в этом аспекте от федерального законодательства, по нью-йоркским законам однозначно компания-работодатель будет отвечать за действия своего работника, в данном случае вот этого начальника девушки. То есть, да, нью-йоркские законы однозначно трактуют такие ситуации в пользу того, что работодатель будет отвечать по закону. Окей. Так, следующий очень интересный пример. Если клиентша, которая работала массажисткой, она начинает судить
свою компанию и своего босса за то, что он ее спросил сделать ему happy ending. Вот, Антон, как ты это переведешь? Ну, ты пока я тебе даю пару минут, ты пока подумай, как это перевести. Окей? Кто хочет, может пока на Google проверить, что такое happy ending. Но босс заявляет, что этого никогда не случилось, и просто она с ним флиртовала, и он ее не просил о happy ending. Как Хая считает, кто выиграет в этом кейсе? Хая, if a client works as a massage therapist and she brings a claim that her employer or her boss had asked for a happy ending, but the employer claims it never happened, and if anything, she was flirting with him, what do you think would be the outcome of this case? Who would win? So the fact that he's the employer is going to be a big problem because, again, as we said before, even if the industry, even if it's a massage, if that's what they do, he's the boss. He's not the client. So he's not entitled to massages and certainly not happy endings. By her job, she has the right to have a job like any other person, like any other, like somebody from a different gender. Like, she is not obligated to do any favors to him. So that's the problem for him. Now, to the extent that he's going to deny it, almost always is going to be a denial, right? And so there's a process in place to try and marshal the facts and to try and do it's litigation. It's called discovery, and I won't go into all the technical thing, but there's a process in place to try and find out what really happened. It's not a perfect system, but it helps because you speak to witnesses, you get records from the therapist, you get all sorts of records, and you try to find out. You're on a fact-finding mission. But it's not easy because it's going to be he said, she said. There's no evidence. It's not going to be so clear cut. Exactly. Yeah. Okay. And Yeah, Anthem. So what to translate? Я просто переведу. Так, значит, в данном случае, опять-таки, главная проблема тот факт, что этот человек работодатель девушки, массажистки, это уже проблема. Даже если в этой индустрии принято делать массажи и особенно, и даже если это массаж со счастливым концом, тот факт, что он босс и руководитель этой девушки, совершенно не означает, что она должна ему какие-то оказывать услуги или какие-то делать поблажки специально как бы для него, да. То есть, что касается того, что он будет это отрицать, мы видим часто, что люди, попадающие в такую ситуацию, очень часто, почти всегда все отрицают, поэтому существует в юриспруденции определенный процесс, в рамках которого, значит, те, кто расследует инцидент, они общаются со свидетелями, общаются там, допустим, с терапевтами. Есть определенный процесс, который позволяет понять, что там на самом деле произошло, и уже на основании этого делать соответствующее заключение. By the way, he said, she said is not a bad place to be. Because you can't throw out a complaint if what you have is he said, she said. A complaint gets thrown out if there's overwhelming evidence in one way. But as long as he said, she said, and then the case goes on and it continues in the fact-finding mission. So he said, she said is not a bad place to be. Got it. Okay. То есть ее слово против его слова на самом деле не самая плохая ситуация. Кейс обычно закрывают или жалобу отклоняют только если есть перевес в определенную сторону, весомый, заметный перевес в одну из сторон. Если же это дело находится на уровне он сказал, она ответила, его слово против ее, то дело будет продолжать существовать, и его будут продолжать расследовать. Так, у меня есть вопрос, я хочу более подробно узнать про happy ending. Потому что, я думаю, некоторых это волнует. Если девушка работает в салоне, и ее заставляют делать такого рода дела, не на боссе, а на клиентов, это тоже считается, наверное, sexual harassment или нет? I want to have a follow-up question. Okay. If this therapist works for a massage salon and the employer, her boss, makes her do happy endings not on him, but on other clients, isn't that also sexual harassment? 100%. Again, he's taking her out of the scope of her official employment, which is
and she's being treated differently based on her gender, based on sex, to do something inappropriate, to do something that makes her uncomfortable, it's not part of the job description. In other words, the job description is Massage, just regular massage. Yeah. Right. And if she feels that she may be a single mom, she may need this job very, very, very much. And if she feels that she must do this to keep her job, that's spot on sexual harassment, because her privilege of her employment is now dependent on her doing something that's not part of the job description. Understood. Thank you. Госпожа Гурари говорит, что это стопроцентный случай, случай сексуального домогательства. Опять-таки, в данном случае речь идет о том, что у нее есть определенная работа, это делать массажи, и как только общение выходит за пределы этих служебных обязанностей, это как раз-таки повод задуматься. Если она чувствует, что она обязана что-то сделать за пределами, скажем так, своего круга обязанностей для того, чтобы, например, сохранить работу, это однозначно случай сексуального домогательства. Хорошо, на этом этапе я хочу дать телефон адвоката Chaya Gourarie. Она работает на фирму, называется Amably and Erman. Телефон 718-370-7030. 718-370-7030. И спросите, пожалуйста, Chaya Gourarie, потому что мы сегодня не сможем пройтись по всем примерам, что может быть домогательство. Но если вы позвоните или позвоните в эту компанию, то вам Chaya уже точно даст ответ. Мы после короткой рекламной паузы вернемся, и мы обсудим, как себя, как хозяин компании, защитить от того, чтобы вас не судили за sexual harassment. Спасибо, оставайтесь с нами. Окей, я вас приветствую обратно в нашу студию. С вами Майкл Левитис, и у нас в гостях адвокат Chaya Gourarie, и мы разговариваем по поводу сексуального домогательства. Это чем занимается как адвокат Chaya Gourarie. Она представляет и жертв, и представляет компании, которых судят насчет sexual harassment. Это сексуальное домогательство. Chaya, can you please give us a list? What do you think is considered sexual harassment? Chaya, вы можете дать нам, пожалуйста, как маленький список. Вот что вы считаете, точно считается сексуальное домогательство, за которое можно судить? Please. Certainly no unwanted touching. Do not touch employees. Do not touch coworkers. You definitely don't want to, by mistake, brush against them. That's going to be inappropriate. You don't want to be staring at somebody up and down, kind of give them that look. You don't want to be complimenting people's clothing. Certainly, your butt looks great in that, or your ass looks great in that. So, you definitely want to stay away from any sexualized language in terms of compliments. You don't want to be asking out for dates repeatedly. If you asked out once and the person is not interested, don't press your luck. They're entitled to that not makes go. sense in work setting Exactly. and social setting. But for everywhere. sure in work setting, because then they might feel pressured. Yeah. You don't want to be asking people questions about their sex life, what they like, what they don't like, what they do, what they don't do. That's off grounds. You don't want to be sending anybody any coarse or jokes with a sexual, like rude, offensive jokes. Yeah, and the same thing with material. You want to show someone something that you found. If the content is of sexual nature or crude, just stay away. Don't show it in the workplace. In work, Basically, go to work. when in doubt, say no to yourself. Don't do it. And certainly making comments about anything gender identity, about that's not boyish, that's not girlish, or any gender-laden term that any expectations toward gender, towards sex, just stay away from that. Got it. Антон, пожалуйста. Да. Огласите Отличный список, да. Да. Значит, конечно же, мы начнем с того, что, не касаться, скажем так, сексуальным подтекстом своих коллег, не тереться об них, даже на корпоративах. Да. Значит, не давать им такой, не смотреть, как сказать... Так, пристально не смотреть. Не смотреть на них пристально, не заценивать их в каких-то нарядах, не отпускать комплименты, скажем так, твоя задница смотрится здорово в этом платье, что-то такое. Если вы хотите кого-то позвать на свидание, сделайте это один раз, но не преследуйте человека, не делайте по много раз этих жестов.
Не спрашивайте коллег об их сексуальной жизни, что они делают, что любят в постели, чего не делают, не любят. Не пересылайте, не отправляйте какие-то шутки, какие-то мемы с сексуальным подтекстом или контентом. И и старайтесь избегать комментариев, которые, скажем так, выделяют людей по их полу или сексуальной ориентации, в стиле, мальчик бы такого не надел, вот такого плана не отпускайте таких комментариев. Окей, спасибо, Антон. Вот мне кажется, что в нашей общине и в нашем менталитете русскоговорящем, что эта тема как бы сильно поднимается, и люди боятся или они смущаются обратиться к адвокату и об этом даже поговорить, спросить, что мнение адвоката по этому поводу. Я хотел узнать, Хая, что она рекомендует тому человеку, который считает, что к нему неправильно домогались на работе. Какие шаги, что можно сделать? Hi, I feel like in our community, Russian community, it's very, I would say, a little bit inappropriate to discuss sexual harassment. People are more embarrassed about what could possibly happen, embarrassed it could come out to the public. What would you advise to somebody who feels like they were harassed at work, sexually harassed, and what kind of advice would you give them to do or not to do? So first of all, it's while it's understandable that people don't want to come forward or tell anyone they're embarrassed, they shouldn't be working in an environment that makes them uncomfortable. So they shouldn't be working if there's somebody engaging in misconduct, if there's somebody that's crossing a line, if somebody's asking them out on dates, if somebody is telling them rude and crude jokes, if somebody is complimenting them on their appearance and they don't like it, they should not have to put up with that, okay? And the law says they don't have to. And so what they should do is they should they should report it. Now, if it's a small business, there may not be a procedure in place, and we'll talk about that soon, about an employer putting procedures in place. But they definitely should talk to somebody and report it. And when they report it, even though it's hard, they should try to be as explicit as possible. So if someone just says, like, give details. Or say that it's of a sexual nature, right? Because under the law, it's different than, if you say this person is bullying me, or this person is being hostile, this person is treating me with animosity. It has to be a sexual nature. It does, because that triggers certain responsibilities for the employer. So if you leave that out, and then later you said, well, I made a complaint, and the employer is going to say, well, you just complained that he was being hostile. You didn't say anything about sex. That's not illegal. Exactly. Being rude is not illegal. Unfortunately, it's not. So that's very hard, because a lot of times it's so much easier to leave it vague and say, to make a complaint, like you're so close, you're making the complaint, but then you don't say the key word, sexual harassment. It's of a sexual nature, it's making me uncomfortable, I'm being treated different because of my gender, because of my sex. So they definitely have to report it, and ideally it should be reported in writing. That way they have a record. They should do it by email, even if just if it's a very small business, and they should just memorialize it in an email and a text message so there's a record. Another thing this employee should do, she should keep a diary of what's going on. So maybe, first he asked her out and she's uncomfortable. We don't know what's going to happen. Is it going to escalate? Is he now going to ask her out again? And she may forget. So she right away should start keeping a record if she feels that somebody is giving her the wrong kind of attention. And the third thing she should do, and it may be premature, but if she's feeling very uncomfortable and she's also very stressed out, she's afraid whatever she does, if she tells them, they're going to make fun of her. If she doesn't tell, she should talk to a therapist. It's going to be excellent for her to have the help that she needs, and it would also be excellent for her to have a record, a contemporaneous record of what's going on at work. And that's going to be invaluable to her. I believe also there may be a fourth step that is, in my view, that a person who feels they're being harassed, they should call an attorney right away. 100%. Just to protect themselves so that they don't blow any statute of limitations. 100%. So that they know what are the correct future steps. Exactly. And then the attorney could tell them to go through these steps, to report it, keep a record, save any text messages, emails, pictures, suggestive, any material that you get,
keep the record, and if you can, go see a therapist. It's going to help you. It's going to help your case. Because it seems like the attorney has to hold the client's hand through this difficult process. Definitely. In this difficult time. Definitely. It's very hard because it's almost no matter what you do, you feel that you're going to lose something. But I think it's no woman or no person should ever have to be in a situation that they're waking up in the morning, they're going to work, and they're feeling this type of harassment. Right. They should never have to experience that. So they should get the help from the attorney and move forward. Okay, thank you. Антон, the floor is yours. Спасибо. Значит, да, госпожа Гурари понимает, что это, конечно, когда вы попадаете в такую ситуацию, вы чувствуете себя в затруднительном положении. Если в целом, то вы, конечно, не должны работать вообще в такой ситуации, когда кто-то отпускает какие-то шутки сальные, комментирует как-то, какие-то делает комментарии по поводу вашего внешнего вида и прочее. Совет в целом просто не терпеть это и заявить об этом, поговорить с кем-то. И когда говорится, значит, о заявлении, важно быть дать максимально большое количество деталей, что именно произошло и как, и не стесняться сказать, значит, что вас домогались сексуально, потому что есть большая разница между тем, чтобы быть просто, скажем так, грубым начальником, и это совсем другое дело, когда речь идет о сексуальных домогательствах. И бывает часто, что люди жалуются, но как-то делают это очень общими, эти жалобы, не говорят фразу «сексуальное домогательство», и по закону это совсем другого рода дело, и это обязательно нужно сказать. К сожалению, в Нью-Йорке быть грубым и надменным начальником — это незаконно. Если вы подаете жалобу, обязательно нужно сказать, что речь идет о сексуальных домогательствах, и обязательно сделать это в письменном виде. Это может быть имейл, это может быть текстовое сообщение. Таким образом, у вас также останется некий... будет переписка, и вы сможете ее приложить к делу. Второй пункт здесь, значит, госпожа Гурари советует вести дневник. Если что-то подобное случилось на работе, вы не знаете, к чему это приведет, что будет происходить в будущем, важно сделать какие-то записи, да, вести дневник того, что происходит на повседневном уровне, потому что вы можете забыть какие-то детали, а в дальнейшем, опять-таки, эти записи вам могут пригодиться. Третий пункт — обратиться к врачу, не помешало бы, к терапевту, опять-таки получить... Психологу, да. Опять-таки, можно получить помощь, да, это вам поможет с этой ситуацией разобраться, плюс, опять-таки, у врача, соответственно, останутся какие-то записи, которые потом будут неоценимы для вашего дела. И Майкл Левитис предложил четвертый пункт — обратиться к адвокату, с чем госпожа Гурари согласилась на 100%. Правильный, значит, хороший адвокат подскажет дальнейшие шаги, правильные шаги, например, значит, сохранить переписку, имейл-переписку, какие-то фотографии, текстовые сообщения. То есть адвокат в этом плане как бы так ведет за руку своего подопечного. И да, госпожа Гурари в конце говорит, что ни одна женщина, ни один человек не должны просто жить и в ситуации, когда они просыпаются, и им нужно идти на работу, и вот в такой ситуации жить. Да, я хочу огласить еще раз телефон фирмы Chaya Gourarie. Фирма называется Amable и Эрман. Их телефон 718-370-7030. 718-370-7030. И если кто считает, что они были жертвой домогательства, если им некомфортно на работе, к ним пристают, то они могут позвонить и узнать, если у них есть какие-то права, чтобы подать в суд в этом деле. Давайте перейдем сейчас в другую сторону медали, в сторону бизнеса. Если вы хозяин бизнеса, малого или большого, как себя защитить, чтобы вас не судили на сексуальное домогательство? Hi, let's switch now heads and let's talk about if you are a boss of a company or supervisor, how do you protect your team, how do you protect your company from sexual harassment claims? What should you do? What are the steps?
This is a very, very important topic, and there's a lot of things that small businesses can do, or businesses can do, to change the culture from the inside, and then also to protect themselves from claims. Yeah, I'm sorry. I just want to add that it doesn't make a difference if you're a small business or big. Right. Even small businesses could get sued by whatever, their workers, their secretaries, their nurses, what have you, for sexual harassment. 100%. So here's a few things that businesses can do, and some of them they're actually obligated to do under New York law. So first of all, one thing is it starts from the top. The employees will look at the culture from the bosses at the top, and if they treat all employees with respect and do not engage in any type of sexual harassment, and in fact shut it down as soon as they see it, then that's going to also have an impact on the company culture. According to the law now, every company is supposed to have a written sexual harassment policy in place. Every business has to have notice to the employees that sexual harassment is not accepted. There is also a requirement for training, and we recommend our clients that it should not just be a formulaic training, but it should be interactive. Again, that shows that the company cares about this, and this is important. How long should the training be? Should it be a few days? Should it be on Zoom or in person? How long would you say? It could be on Zoom, but it's if the company does it interactive, and then it shows the company's commitment to making this a important part of the company culture, that they're just not going to stand for sexual harassment. Another important thing that the company can do is they can designate a process or a person for where to bring complaints, so that if the person feels they're being sexually harassed, they know where to go. So big companies will have HR, but smaller companies should still designate someone to make it easier. And maybe there should be several avenues. Maybe they should tell employees, look, if you're too shy, you can email so-and-so. You can email, but they can put a few avenues in place to make it easy for somebody to come forward, understanding that it's a very difficult step. Also, for example, if you have a small medical office, right? You only have, let's say, 2 partners doctors, and you have a few nurses working, secretaries, and employees would be uncomfortable talking to their boss, who's the doctor, who could be actually the same harasser, by the way. Maybe they can designate somebody outside the firm, like attorney, that could be contacted in case there's any kind of claim. Yeah, they could do that, or they could say it could be one, or it could be one or the other. They might have an outside person doing some administrative stuff, hiring people that's handling the hiring. So there might be some outside people that can be in that function. And what's really, really important is that whoever the designated person, they know what steps they have to follow. So let's say they designate Maria to be the go-to person. Maria should know that when she gets a complaint, she forwards it, she starts an investigation, we're not throwing it in her lap, that she doesn't know what to do. And I just want to add, you as an attorney, let's say if a small company comes to you as a client and they want to be proactive, they want to install some kind of a policy before they have problems. Can your firm guide them in setting up policy and procedures to prevent sexual harassment at work? Absolutely. I would love to help with that. There's Like policies. almost like compliance. Yeah, there's policy that you put into place, there's training, and there's, again, setting up these processes that are in place, first of all, for someone to bring the complaint, and then the next step is what the company does once a complaint is made. Very good. Okay, thank you. Даже если у вас маленький бизнес, это не важно, вы можете быть засужены, скажем так, на этой почве, и даже маленькие бизнесы могут сделать достаточно много. Прежде всего, здесь стоит отметить, что рыба гниет с головы, и если топ-менеджмент компании создает соответствующую культуру, уважение, и как только появляются какие-то намеки на сексуальное домогательство, они сразу же это пресекают на корню, то это будет влиять на, значит, всю культуру, на всех работников. Это, во-первых. Во-вторых, по закону многие компании в Нью-Йорке обязаны, у них должна быть письменная
политика в отношении сексуальных домогательств, да, и также очень помогают специальные тренинги. Их можно делать по Zoom, их можно сделать интерактивными. Если компания всерьез относится к этим тренингам, то опять-таки это будет передаваться работникам. И очень важно назначить какого-то человека, который будет на себя брать подобного рода, значит, жалобы. В больших компаниях это usually это обычно отдел найма на работу, да, отдел кадров. В маленьких компаниях это может быть человек или двое, неважно, им можно отправить имейл. Лучше создать несколько таких, скажем так, способов подать жалобу, чтобы если человек, допустим, он стесняется, он мог написать имейл, не обязательно приходить лично. И опять-таки Майкл Левитис отметил, что если компания очень маленькая, то жаловаться не на кого, потому что у вас один босс, и вы все работаете вместе, он же, собственно, вас и домогается. В таком случае можно нанять человека на стороне, который будет заниматься этими вопросами. И госпожа Гурари также отметила, что очень важно знать этому человеку, который назначен как такой приемщик жалоб, он должен знать, что делать с этой жалобой, куда их направить в дальнейшем, чтобы мы просто не сваливали жалобы на, скажем так, на стол абстрактной Марии, которой поручили этими вопросами заниматься. И компания госпожи Гурари, кстати, если вы хотите, прежде чем проблемы начнутся, создать некую культуру, наладить процессы подачи жалоб и процессы дальнейшей с ними работы, вы можете обратиться в ее компанию, и она с этими всеми вопросами поможет. Да, и телефон компании 718-370-7030. 718-370-7030. Окей, последний быстрый вопрос. В двух предложениях. Что можно выучить какие уроки можно выучить от новостей, что случилось с Mr. Big в Секс-Сити, его обвинили в домогательстве, и губернатор Cuomo, какие главные уроки мы должны выучить? In 2 sentences or less, we're coming to the end of the program. From the big news that we had in the past few weeks with the Governor Cuomo, with Mr. Big on Sex and the City, what are the top lessons to be learned? Top lesson from the Governor Cuomo scandal is this. His defense was, I didn't realize that times were changing. I didn't realize that the norms have changed. Unfortunately, this is true for a lot of people. The times have changed to what was acceptable in the workplace. Wherever you are, whatever your political leanings are, whatever your age is, whatever your background is, it's very important for you and your company that you pay attention to the changing norms of what discussed today of what's not allowed in the workplace, and you stand by it, and you make sure that your workplace acts in conformity to those standards, and you don't do what Governor Cuomo says and says, "I'm sorry, but I'm too old for this," or "I don't know if the norms have changed." Right, got it. Thank you. Самый главный урок вам нужно, например, у нас на примере губернатора Cuomo, он просто говорил, по сути, до меня как бы не дошло просто, что времена изменились, я просто, наверное, слишком старомодный, и вот этого надо избегать, вне зависимости от ваших политических предпочтений, аффилиаций и прочего, вы должны понимать, что времена изменились, нужно уделять этому аспекту внимания и на работе, соответственно, соблюдать новые нормы, то есть да. Антон, большое спасибо. Chaya, thank you so much for coming. Thank you so much. It was very educational, very interesting, and have a great Happy New Year. Thank you. Thank you so much. To you and all our listeners. Всем с Новым годом. Я не буду тут следующие 2 недели из-за праздников. Мы к вам вернемся 10 января. Всем спасибо. С Новым годом. До свидания. Что случилось с Майклом Левитисом?